Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Я рада всех приветствовать. Сегодня будем с вами вязать вот такой очень популярный узор. Многие называют его елочка или паркет. Вот такой узор получается с лицевой стороны, и вот такой узор будет с изнаночной. Он достаточно плотный, отлично подойдет для вязания сумочек или, например, рюкзаков. Я буду сегодня вязать из полиэфирного шнура 3 мм и крючком номер 4. Вы можете выбрать любой другой для себя материал. Для этого узора подойдет, в принципе, и более толстый шнур, и, например, трикотажная пряжа. Если вы первый раз на моем канале, то не забывайте подписаться. Ну что, предлагаю приступать. Начинать вязание мы с вами будем с цепочки с воздушных петель. Я предлагаю вначале связать всем именно образец, для того, чтобы определиться, сколько вам нужно будет в итоге набрать петель воздушных для создания полотна, которое нужно именно вам. То есть на сколько сантиметров у вас будет определенное количество петель. Итак, я в образце своем наберу 15 рабочих петелек. Делается это очень просто. Мы с помощью ниточки и кончика делаем вот такую петельку. Вот наша рабочая нить. И кончиком мы формируем петлю, и у нас получается сверху рабочей нити. Теперь мы в нее вставляем наш крючок, перехватываем ниточку, чтобы было удобно набирать. И получается сейчас накидываем ниточку на крючок и протаскиваем через эту петлю на крючке. Это получается наша первая воздушная петелька. Далее также накидываем ниточку и протягиваем через петельку на крючке. Это вторая, третья, четвертая, пятая, Итак, я набрала 15 воздушных петелек и делаю еще одну дополнительную петлю для подъема. Вот такая цепочка у нас с вами получилась. И теперь мы переходим с вами к вязанию первого ряда. Вязать первый ряд мы начинаем с вами со второй петли от крючка. Вот первая петелька, вот вторая. Ныряем прямо в нашу петельку за дальнюю дужку косички. Ныряем, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и протаскиваем через 2 петли на крючке. Это получается наш первый столбик. Далее мы переходим ко второму столбику, но для этого мы будем вязать с вами сначала, ныряя в ножку, крайнюю ножку предыдущего провязанного столбика. Мы ее хватаем, надеваем на крючок и ныряем дальше в следующую нашу, получается, воздушную петельку за дальнюю перемычку. Вытянули ниточку, схватили заново рабочую нить и протаскиваем через все 3 петельки. Это мы связали с вами, получается, второй столбик. Далее мы также ныряем за эту ножку предыдущего, получается, столбика, который мы только что провязали, и далее ныряем в следующую нашу воздушную петельку. Также вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и провязываем все 3 петли, которые есть у нас на крючке. Это наш третий столбик. Далее переходим к вязанию четвертого столбика нашего. Ныряем под ножку предыдущего столбика, который мы только что провязали, и ныряем в следующую воздушную петлю. Вытягиваем ниточку. У нас 3 петли. Мы хватаем заново рабочую нить и протаскиваем через все 3 петельки. Переходим к следующему столбику. Также ныряем сначала под ножку предыдущего столбика, то есть который мы только что провязали. Далее ныряем в воздушную петельку, хватаем рабочую нить, вытягиваем, заново хватаем рабочую нить и протаскиваем через все 3 петельки. И так идем с вами до конца ряда и увидимся с вами на последней петельке. Итак, я провязала, получается, 14 столбиков, подошла к самой последней нашей воздушной петельке. Также, получается, захватываю ниточку, ножку предыдущего столбика, который я связала, и ныряю туда
нашу первую воздушную петлю прям в узелок, вытягиваю ниточку, хватаю заново рабочую нить и провязываю все 3 петельки. Вот такой у нас получился первый ряд. Уже формируется наш узор. Теперь мы делаем петельку подъема, также хватаем рабочую нить и протаскиваем через петлю, которая была на крючке. Переворачиваем наше вязание и переходим к вязанию второго ряда. Этот ряд мы будем с вами вязать сейчас немножко нестандартным способом. Мы будем с вами нырять с лицевой стороны, где у нас уже идут наши полосочки, захватывать рабочую нить и утягивать ее туда на лицо, и только потом провязывать до конца столбик. Итак, как мы будем с вами это делать? Получается, вот наша рабочая нить, мы ее держим и смотрим, что мы с вами будем вязать опять со второй петли на крючке. То есть вот первая петелька, вот вторая. Получается, мы с вами должны сейчас, вот эта ниточка рабочая должна быть сверху крючка. Далее мы ныряем с вами прям вот с той лицевой стороны, где у нас полосочки, под 2 дужки косички и под вот эту петельку, которая у нас здесь образовалась с изнанки. То есть наш крючок ныряет отсюда, с лицевой стороны, где у нас с вами уже есть полосочки. Он должен пройти под дужками косичек, которые идут, и под вот эту еще одну полосочку, которая идет под косичкой. Далее мы хватаем с вами рабочую нить и утягиваем ее туда на лицо. Утягиваем. И только теперь хватаем рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке. Далее, получается, мы должны с вами будем с этой стороны каждый раз подхватывать петельку, ножку столбика, и только потом ныряем с вами, получается, под следующую лежачую косичку и под полосочку, которая образовалась под косичками. Также ныряем, захватываем рабочую нить, утягиваем туда на лицо, и только теперь хватаем рабочую нить и провязываем все петельки на крючке. Далее опять мы с вами подлезаем под ножку столбика, который был у нас только что провязан. Далее опять ныряем под косичку и под петельку, которая у нас под косичками. Нырнули, захватили рабочую нить, вытягиваем на лицо. Вот наши 3 петельки, как мы вязали в прошлом ряду. Хватаем рабочую нить и провязываем все 3 петли. Можно развернуть полотно, посмотреть, что у нас здесь также образуются ответные полосочки. То есть начинает формироваться первая пара нашего узора. Итак, не забываем, ныряем крючком под ножку столбика предыдущего, который мы только что провязали. Далее ныряем под косичку, которая лежит, и под полосочку, которая у нас образуется под лежачей косичкой. То есть вот наши косички, и под ними полосочка идет. Хватаем рабочую нить, утягиваем ее на лицо. У нас 3 петельки, заново хватаем рабочую нить и провязываем 3 петли. Заново опять подлезаем, ныряем прям в следующую под обе дужки косички и под полосочку. Хватаем рабочую нить, утягиваем это все на лицо и заново провязываем все это рабочей нитью. Далее вяжем опять, хватаем ножку столбика, который мы провязали. Далее ныряем под 2 дужки косички и под полосочку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем ее на лицо
и провязываем новой нитью все 3 петельки. Вот видно, что образуются наши ответные линии. И таким образом мы продолжаем с вами вязать до конца нашего ряда, и там с вами увидимся. Итак, я подошла к своей последней петельке, также ныряя под ножку столбика, который я уже провязала, далее под 2 дужки косички, и здесь мы с вами еще хватаем вот эту петельку, которая у нас была петелькой подъема, то есть одну ее вот эту дужку, то есть мы должны ее тоже захватить, под нее пролезть крючком. Теперь мы хватаем с вами рабочую нить, потихонечку все это утаскиваем на лицо, вот наши 3 петельки, и провязываем все 3 петли. Итак, теперь мы делаем петельку подъема и разворачиваем наше вязание. И переходим к вязанию теперь следующего 3-го ряда. Итак, 3-й ряд мы начинаем с вами опять со 2-й петли от крючка, то есть вот 1-я, 2-я. Мы с вами под нее ныряем под 2 дужки косички, и при этом мы должны с вами еще нырнуть под вот эти полосочки, которые также образуются у нас под косичками. То есть крючок входит под 2 дужки косички и под эту полосочку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить и провязываем обычный столбик. Далее переходим к следующему столбику. Мы опять должны захватить ножку предыдущего столбика, ныряем опять под 2 косички и под полосочку, которая у нас под этой лежачей косичкой. То есть вот наши косички, и под ними идут наши полосочки. То есть мы ныряем сейчас с вами, захватив ножку под 2 дужки косички и под вот эту полосочку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем все 3 петли на крючке. И так далее идем. Опять хватаем ножку предыдущего столбика, ныряем под 2 дужки косички и полосочку, которая здесь образуется. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем все 3 петли на крючке. Идем до конца ряда и здесь с вами встречаемся. Итак, я подошла к нашей последней петельке. Ныряю, получается, опять за ножку столбика. Далее ныряю под 2 дужки косички. С этой стороны у нас уже нет от этой полосочки, потому что она у нас ушла в петельку подъема. И провязываю все 3 петельки. Делаю петлю подъема и разворачиваю наше вязание. И теперь мы переходим к вязанию 4-го ряда. Итак, опять мы с вами 4-й ряд будем вязать под 1, 2, 2 петельку от крючка. Мы накидываем ниточку на крючок, подлезаем под 2 дужки косички и под полосочку, которая у нас образуется под ней. Хватаем рабочую нить и утягиваем это все на лицо. Хватаем рабочую нить заново и провязываем петельки на крючке. И так далее вяжем наш 4-й ряд, ныряя под ножку столбика. Далее мы ныряем с вами под 2 дужки косички и за вот эту полосочку. Ныряем крючком, хватаем рабочую нить, утягиваем это все на лицо. У нас 3 петельки на крючке, и их просто все провязываем новой нитью. Итак, мы идем до конца, провязывая наш 4-й ряд. Итак, я подошла к своей последней петельке в 4-м ряду. Также, получается, захватываю ножку предыдущего столбика, ныряю под 2 петельки нашей косички и под вот эту полосочку, которая с этой стороны у нас образуется за счет петельки подъема. Аккуратно утягиваю это все на лицо. Вот наши 3 петельки, и их провязываем. Делаю петельку подъем
и переворачиваем наше вязание. Итак, мы связали с вами, получается, 4 ряда, то есть 2 парных. Можно увидеть это на узоре. Далее предлагаю уже связать самостоятельно нужное вам количество рядов данным аналогичным способом, как мы сейчас с вами и вязали. Вот такой узор у меня сегодня получился. Надеюсь, вы тоже справились и у вас тоже все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. Надеюсь, данный видеоурок был для вас полезным. Тогда ставьте ваши лайки и не забывайте подписываться на мой канал, а также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все и пока-пока.